Всем привет! Наверное, это очень странно видеть меня вот так, но это из-за того, какое видео сегодня будет. Сегодня я хочу попробовать сделать корейский макияж. Я очень часто пробовала сделать его просто дома, много следила за тем, какие фишки у них есть и как и насколько отличается их вид макияжа от нашего. И сегодня я бы хотела его попробовать вместе с вами. Также мы потом сделаем примерно такую же укладку, как популярна у них. Поэтому это видео можно в целом назвать «Превращаемся в кореянок». Начнем с увлажнения кожи. Я постоянно сейчас мажусь кремами в течение дня, потому что сейчас очень сухо и у нас дома, и в принципе в стране, в регионе. Поэтому будем использовать вот этот крем. Он из Mixit. Правда, он для тела считается за счет того, что он достаточно жирный, но у меня очень сухая кожа сейчас, поэтому я буду использовать именно его. Он еще с такими блесточками, это очень прикольно, и он по текстуре напоминает масло, то есть его нельзя зачерпнуть, им можно просто, в общем, оно как чуть подрастопленное масло. Я немножечко приблизила, чтобы вам было лучше видно. Начнем мы с самого начала, вообще с базы. Это уберем все недостатки, покраснения, несовершенства, в общем. Также можем немножечко пройтись, пока вбиваем нижний слой, тем, что у нас остается на спонже, мы проходимся сверху по веку, получается. Это будет базой под наши будущие тени. Мы будем использовать палетку от NYX. Как базу я буду использовать вот этот оттенок, потому что он единственный светлый, в котором нет блесток. Блестки мы будем добавлять потом. Берем вот такую вот кисточку, она достаточно плотная и короткая. За счет этого мы сможем сделать такую, с одной стороны, ровную тонкую линию, с другой стороны, достаточно растушеванную. В общем, не полоску мазню, а такой легкий, четкий переход. Огромная разница в разрезе строения глаз. В основном у корейских девушек более нависшее веко. У меня веко более открыто, то есть у меня его видно весь полностью, а у них, так же, как если я очень широко открою глаза, то есть ряд ресничек, он идет прям по середине как бы века, и поэтому у них глаза кажутся более такими узкими и уходящими вдаль, то есть если я сделаю вот так, будет как бы плюс-минус похоже. Но мы берем и рисуем как бы небольшую стрелку, и берем еще с самого века немножечко, я не знаю, как это увидеть. В общем, нам нужно как бы нарисовать стрелку, но сделать это очень невнятно. Нужно это делать прям очень приближенно к ресничному ряду, к ряду роста ресниц, и как бы вводя немножечко вниз. Я заметила такую очень классную идею. Я видела на девушке, что она в уголках глаз сделала такой небольшой розовый оттенок, что сделало взгляд более нежным и таким как бы свежим. Я буду использовать свои румяна. Стараемся делать все движения достаточно узко, не заполняя все веко, чтобы наши глаза смотрелись как-то более закрыто. Сейчас много где популярен такой вид макияжа, как мокрый, и его можно сделать, используя мелкий золотистый либо серебристый шиммер, то есть те блестки, которые не будут выглядеть отдельными блестками, а которые будут выглядеть именно как ртуть. Так, давайте пока займемся бровями, оставим глаза пока в таком состоянии. Раньше в Корее были модные прямые брови, сейчас в основном либо свои, либо более закругленные. Я просто очерчу свои. Берем тушь для бровей, я ими просто укладываю, но не так, как я это делаю, обычно делаем пышные, а именно прикладываем, чтобы они были более структурированные. Сейчас мы приступим к самому сложному, это стрелка. Обычно я рисую стрелки, как, я не знаю, наверное, 50% девушек в России, даже 90%. Это с таким хвостиком наверх, средней длины, средней ширины. Но в основном корейские девушки просто продолжают свое нависшее веко, либо рисуют тоненькую-тоненькую полосу. И я пробовала делать это много раз, и скажу честно, у меня получилось только один раз. Я надеюсь, я справлюсь сейчас и не запортаю. Я беру подводку с вот таким вот тоненьким хвостиком, потому что я заметила, в Корее нету таких айлайнеров, как у нас, фломастеров. У них, если это даже выглядит как фломастер, у них хвостик очень-очень тоненький,
Поэтому мне придется рисовать такое. Мне, конечно же, гораздо удобнее рисовать это фломастером, но я чисто не смогу это сделать. Нам нужно продлить ряд ресниц, но так, чтобы когда мы закрывали глаз, это выстраивалось в прямую линию. Итак, помимо того, что нам нужно сделать вторую такую же, нам еще нужно в уголке глаза как бы продлить стрелку, ее именно сюда, и сделать такой маленький треугольничек. Вот это самое сложное. Я его очень долго рисовала. Итак, я продлила немножечко эту стрелку и все-таки сделала этот уголок. Теперь мы то же самое делаем с этой стороны. В итоге я нарисовала вот эту стрелку, она мне нравится гораздо больше. И у нас получилось то, что мы с одной стороны открыли глаза, с другой стороны вытянули. То есть сделали их больше во всех отношениях. До того, как мы накрасим реснички, мы сделаем такую штуку, которая является отличительной Кореи. Мы сделаем мишки под глазами. Итак, я буду использовать оттенок, который мы в самом начале прорисовывали линию, на которой у нас будет стрелка. Главное здесь не переборщить, потому что если что-то пойдет не так, это будет ужасно. Вот эта вот складочка. И нам нужно ее как бы сделать более выпуклой. Мне кажется, у меня уже, в принципе, вид глаз очень сильно поменялся. Прикрашиваем от самых кончиков. Ждем, пока немного подсохнет первый слой, после чего мы их расчешем. И после чего мы снова нанесем, но мы уже будем наносить не на корни, а на кончики. В принципе, я довольна глазами. Берем румяна. Жизнь меня ничего не учит. Вообще ничего. Не забываем, что румяна мы наносим не только на место для румян, но и в принципе по лицу. Берем хайлайтер, у меня от Essence. Переходим к заключительному и самому интересному. Это губы. Очень популярен эффект зацелованных губ, и я тут недавно научилась делать такую эффектную вещь. У меня бордовый, у вас может быть какой-либо другой. Карандаш для губ мы берем и как бы закрашиваем внутри, не касаясь краев. Теперь это надо растушевать. И теперь самое главное. Мы берем блеск для губ и покрываем так, чтобы был плотный глянец. Самое время укладывать волосы. Я решила переместиться в ванну, потому что здесь будет гораздо удобней. И начну я с того, что мне нужно чуть влажный волос. И заодно нанесем увлажняющий, не смывающий уход. У меня уже пропал весь объем, потому что я была в той штуке, которая собирает как бы волос. Поэтому сейчас покажу, как корейцы добиваются объема. Берем вот крабик, зажим, выделяем вот так по и защипляем. Чтобы у нас получился вот такой как бы длинный хвостик. А теперь сушимся. Это мы пока не снимаем. Итак, я уже накрасилась, сделала себе прическу и даже переоделась. Но пока я это делала, солнце зашло, поэтому теперь приходится освещать искусственно. I don't care, you can put it anywhere. You gotta lick it, so we kick it.